Топ-5 пауэр-станций на 2025, на осень 2025, уже, наверное, на 2026 год, который можно купить в Украине и в Европе. Да, в принципе, да, в Европе, скорее всего, будем так рассматривать. Потому что, честно говоря, как осень, как блэкауты, местные продавцы поднимают очень сильно цены, но мы дадим вам вариант проверенных продавцов в Украине и, конечно же, как купить в Европе, покажем сайты, где мы сами оттовариваемся в Европе по более низким ценам, но тут уж выбирать вам. Все обзоры делали на эти пауэр-станции мы, и ссылки лежат в описании под видео и на обзоры, и на проверенных продавцов, и промокоды, если они таковые есть. Поэтому на канале Технозон поехали. И начнем мы сразу с первого места. Почему? Потому что это моя любимая пауэр-станция. И я делал много раз на нее обзоры, и мы используем их, кстати. Давайте так, на чистоту. Я сейчас конкретно сижу без света, сказал бы я, но я использую сейчас пауэр-станцию R1500 дома, а здесь использую S2000 Pro. Сейчас лисичка кинет, которой я пользуюсь. Но почему R1500? Я буду полностью аргументировать. На текущий момент есть Lite, мы только делали обзор, но я сейчас говорю про R1500, потому что ее можно купить беспроблемно в Украине. Ее можно в стилусе найти за 24 457 гривен. На официальном сайте она стоит 500, ну это у нас немецкий, 599,99, а с промокодом Технозон она будет стоить на немецком сайте дешевле на 5%, а на европейском, вот если я сейчас выберу, например, где-нибудь в Европе, то тот же самый All Powers R1500 будет стоить еще дешевле. Давайте сейчас. Вот R1500, но есть у нас, кстати, и R1500 Lite. Здесь вообще можно использовать промокод Технозон и получить. Давайте, здесь у нас Lite висит один, мы его уберем. И получить на чекауте скидку, я вам сейчас скажу во сколько. Вы сейчас охренеете. Вот, пожалуйста, 57,90. И через NP Shopping доставить в Украину. Но мы сейчас говорим про Украину, это будет примерно столько же стоить, как с доставкой. Но это на стилусе. Вообще мы вам закинем разные ссылки. И на Prom.ua, там где мы конкретно знаем проверенные. И на Комфи, если найдем, и на стилусы, и на различные маркетплейсы, если оно где есть, все ссылки в описании под видео именно проверены. Не то, что там перекупы набрали, мы выбираем самую низкую цену и выбираем самых нормальных продавцов, которые еще гарантию могут осуществлять. Потому что здесь-то они с гарантией вам предлагают. И почему эта станция? Литий-железофосфатная батарея, 1152 ватт-часа, 1800 ватт мощность. Очень неплохо справляется для домашних нужд. Холодильничек влупить там, допустим, там роутер, телевизорчик и так чисто бытовые какие-то моменты, ну, при нагрузке киловатт, если вы будете потреблять 100 ватт в нагрузке, ну, допустим, или 150 или 200 ватт в нагрузке, если брать холодильник, роутер и еще что-то мелкое, зарядить телефон, то это там вам хватит на 5 часов, 4-5 часов. Если брать такую же, только R2500, а есть такие R2500, сейчас я вам покажу, давайте. Мы сейчас перейдем, то есть я вам показываю только те станции, которые мы рекомендуем, а уже там выбирать вам. То есть здесь 2 киловатта, то есть 2016 ватт-часов. И, конечно же, эти станции оснащены BMS-ами, они безопасны. То есть они отключатся в случае перезаряда, не допускают глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева, переобморожения. Там, короче, очень огромное количество различных моментов, она с активным охлаждением, и как бы все нормально. Со всеми практически стандартами быстрой зарядки, и через розеточку вы спокойно 220 подключили, отлично работает. Есть даже приложение. Литий-железофосфатная батарея до 80%, гарантированно 3500 циклов зарядки. Это только до 80, не значит, что она потом не будет работать. А вы посчитайте, что такое 3500 циклов зарядки. Это на 7 лет, там, на 5, на 7 лет, на 10 лет. Кто как использует. И даже когда блэкауты исчезнут, допустим, там рыбалка, гараж, дача, поездки. Я с собой всегда в дальние поездки беру пауэр-станцию, правда на литии на чистом, потому что они легче для переноски. И беру с собой кофемашину, кофеварочку такую небольшую в багажник ставлю. И ноутбуки у меня работают, то есть тут вообще без вопросов. Поэтому
как бы первое место. Есть полный обзор с нашими тестами. Переходим, смотрим. Можно и от солнечной батарейки заряжать. Тут такое дело. Второе место у нас, ну, кстати, да, мы там все ссылки, вот эти все лисичка вам покидает в описании под видео на европейские версии, на украинские версии. Второе место у нас занимает конкретно FuzzyBot. FuzzyBot. Почему второе место? Да потому что охренели. Потому что в Украине она стоит примерно столько же, как и All Powers. Если будет дешевле, я вам скину. Но это в Украине. И она интересна тем, что у нее регулируемая входная мощность. Ну, кстати, в All Powers это делается через приложение. Она очень легкая, киловаттная, но правда у нее мощность чуть меньше, 1200 ватт. У нее там есть свои, конечно же, ограничения по работе, и мы это все отражали в обзоре, но она одна из самых дешевых, стабильных. У нее всего две розеточки, как мы видим, да, задних, и одна может и от солнышка заряжаться. У них у всех быстрая, кстати, первая может заряжаться 1,2 до 1,5 киловатта. То есть она заряжается очень быстро. То есть, если даже есть какие-то графики отключения, она там за какой-то там час 20 спокойно зарядится. Это тоже заряжается быстро. Вот, пожалуйста, у нее спереди вот есть регулятор, до 1 киловатта она спокойно тоже заряжается. Легкая, хорошая, но на европейском сайте, ну, видите, он здесь 31, здесь 25. Я вам все закину. И есть даже 2-киловаттный вариант, 42 тысячи. Ты мне скинула, да, 2-киловаттный All Powers, да? Сейчас. Да, и, кстати, вот, смотрите, и кинь мне на R2000 с половиной тоже. R2500 я уже показал, не надо. Вот эту вот я использую конкретно, All Powers S2000 Pro. Портативочка у меня в офисе, она 1,5 киловатта, 1451 ватт-часов. И мощность у нее 2,4 киловатта. Классная пауэрстанция, легкая, но это чистый литий. Это не литий железополимер. Хотя она тоже есть BMS, она там спокойно справляется с нагрузками, спокойно, достаточно безопасная, тоже рекомендую. Но я вам скажу, R1500 лучше. И R1500 конкретно тяжелее. Ну, это такое дело. И насчет FuzzyBot, вот FuzzyBot классно покупать в Европе. Если вы готовы покупать, например, через NP Shopping, либо через что-то, 409 евро. 409 евро одна из самых дешевых пауэр-станций в закупке в Европе. Потому что если брать, допустим, в Украине тот же самый киловаттную 25 тысяч гривен, я вам могу сказать, давайте калькулятор, и 25 тысяч разделим, ну это грубо говоря, на 41, это 609 долларов, да, там, либо там 580, 570 евро. У вас там покроет и стоимость доставки, еще и дешевле будет. Правда, придется подождать. То же самое, быстрая зарядка, защиты, охлаждение активное, можно от солнышка заряжать, все можно делать. Если вам мало 1 киловатта, то 2400. Есть вот такой вот FuzzyBot F2400. Отличная пауэрстанция за 719 евро. Потому что если брать R2500, то она стоит, извините меня, 999 евро. Нифига себе. Тут 719 евро. И тут уже, знаете, там первое место в Украине. Цена дешевле, на международке больше. Но там и емкости чуть больше и побыстрее они. А здесь в Европе дешевле брать, а в Украине вот либо примерно то же самое, либо чуть дороже. Но ссылки на все будут в описании под видео. Смотрим полные характеристики, полные тесты смотрим у меня в моих видео, которые я делал. А на третьем месте у нас одна станция очень интересная. Это Dapson. Dapson классные станции. В данном случае это DBS 1300. Я делал на нее тоже обзор. Они масштабируются и они очень дешево стоят. Я, правда, не знаю, почему именно такая цена в Украине, но DBS 1300 очень неплох по стоимости. Ну, извините меня. И она действительно классная, тоже литий железофосфатная, с быстрой зарядкой, классно масштабируется. Кстати, к R1500, почему она вообще интереснее? К ней можно докупить дополнительный модуль и к 2500, например, киловаттные модули добавлять. Вы добавили, и у вас там 2 киловатта, 3, 4, там можно до 9 киловатт, по-моему. У меня, слушай, лисичка, закинешь ребятам и на расширительные модули для All Powers, а? Может, кому-то надо, то есть будет. Dapson вообще классная станция. Это конкретно немецкое качество. Есть и 3030 ватт-часов. Смотрите, она будет стоить, ну, ее, правда, нету в наличии. Вот такая вот засада, да. Поэтому мы берем с вами конкретно вот Dapson DBS 1300. Но я уверен, что ее просто очень быстро разберут или просто не успели поднять на нее цену в стилусе. Если найду вам Dapson на промике, то тоже закину. Вот следующая уже просится у нас, да, на 4-м месте. Прям просится. Потому что вы сейчас же варите в голове, где EcoFlow. Сейчас расскажу, где EcoFlow. И, кстати, Dapson и в Европе можно, по-моему, заказать тоже, если будет ссылочка. Но Dapson мне очень сильно понравился. Тоже BMS защита, быстрые
зарядки, хорошая мощность, у него 1200 ватт, ну, в принципе, как у этой станции, то есть можно подключить достаточно много, на 1-2 киловатта можно много чего подключить. А вот на 4-м месте у нас вот такая вот Wtoman Flash Speed. Я делал обзорчик. Классная станция, мне понравилась. По качеству 3 розетки, быстрая зарядка, 1540 ватт-часов. И при этом это все это за 29 999 гривен. 1,5 киловатта мощности. И тут тоже быстрая зарядка, BMS-защита. Есть стандарты быстрой зарядки. Ну, кстати, вот хотите прикол? Самый широкий спектр стандартов быстрой зарядки конкретно у Allpowers это для ноутбуков, которые работают от Type-C, да, там ультрабуков, там тут 100 ваттные, или для смартфонов, самые быстрые именно там. В Wtoman есть в паре вариантов, есть Flash Speed 1000 на 1000 ватт, это 828 ватт-часов за 24 тысячи, есть за 23 тысячи, блин, то же самое, и есть вот за 29 999 1,5 киловатта, что емкость, что мощность. Вообще отличные станции. Идем смотрим обзорчик. Рекомендую. Почему? Потому что у нее есть... Давайте я вам сейчас покажу характеристики. Да, потому что она тоже литий-железофосфатная. И те станции, которые я вам сейчас показываю, они все литий-железофосфатные, кроме той, которой я пользуюсь. Поэтому это долговечность, безопасность. Но только вот сразу говорю, не дай бог вы там розетка в розетку, я вас прибью. Я вас просто буду доходить и буду бить, потому что вот эти все взорвавшиеся пауэрстанции, пожары, сгоревшее оборудование, я вас буду просто бить, потому что не выключили автоматы, включили розетка в розетку, что-то погорело, где-то включили, пауэрстанция бахнула, бахнули автоматы, бахнула, ну короче, ну дебилы какие-то это делают. Это, знаете, как это называется у ремонтников? Это называется розетка смерти. Чтобы вы помнили. А вот что у нас, кстати, на промике... тоже в Wtoman вам накидаем. А вот чтобы вы понимали, что же с EcoFlow. EcoFlow везде позаканчивался в Украине. И то, что берут EcoFlow Delta 2 простой на стилусе, можно купить за 30 тысяч. Извините меня, здесь всего лишь 1024 ватта. Здесь на 100 ватт-часов больше. И обыкновенная Delta 2, 1,8 киловатта, да, вроде бы все нормально, она классная, блин, все хорошо, 4 розетки. С задней стороны, вот, давайте я вам сейчас покажу. Мы делаем, ну, это американская версия. Подождите, это что, американскую версию не продают за такие деньги? Мы, конечно же, вам продадим только европейскую, вы можете даже не переживать. Но, извините меня, я вам объясню. Есть в Украине фирменный сайт EcoFlow Store. Так вот, Delta 2 нет в наличии. Она вся продана, еще и цены конченые. То есть обыкновенная Delta 2 международка стоила 25 тысяч. За 25 тысяч я куплю Allpowers. А знаете почему? Потому что в EcoFlow Delta всего лишь Power Delivery и Quick Charge. У него даже нет нормальных стандартов быстрой зарядки всех. Мы когда делали обзор, я удивился. Да, она классная, но ее еще можно купить на разных сайтах, в разных исполнениях. То, что найдем, закинем. EcoFlow это прям как бы золотой стандарт считается. Типа бренд, но он стал такой же, как и все. То есть, если есть, мы закинем. EcoFlow неплох, классный. Все хорошо, но по ценам что-то у них сейчас в Украине не сложилось. А на международке покупать можно. Достаточно тоже дешево, но не дешевле, чем FuzzyBot, либо чем Allpowers. То есть Allpowers мы и R2500, и R1500 мы рекомендуем, EcoFlow мы рекомендуем, но вот старшие модели какие-то можете попробовать купить, там Max версии, да и тут, слушайте, их, блин, просто поразгребали. Либо Delta 3 уже смотреть. Но Delta 3, извините меня, Delta 3 плюс 35 тысяч, да, EcoFlow Delta 3 1539 999, при том, что мы тут имеем с вами. Ну, давайте посмотрим. 1,5 киловатта, ну да, это неплохо. 1,5 киловатта, 1,8 киловатт мощность, то есть тут можно как бы что-то разгоняться. Лиферовая батарея, и, конечно же, можно и от солнышка качать ее и все остальное. Хотя тоже на EcoFlow тоже закидываем вам. Просто есть еще один вариант внетоповый, это Brovie Solar Panel, это такая, я ее использовал больше для путешествий, у нее есть на солнышко вот такая вот никакая фуфлыжная солнечная панелька на 25, по-моему, ватт, такое вообще что-то такое, полная трэш. Но в целом пауэрстанция именно для военных, она неплоха, хотя вот меня раздражает медленная зарядка.
То есть даже вот AC, она 600 ватт, но это вот так вот. Я вам показал, что она есть. Хотите посмотреть обзор, примите решение. Но из того, что 5, которые я рекомендовал, это All Powers, Фозиботы, потом, что у нас там идет, Дапсоны, Втоманы и, конечно же, EcoFlow. Это те 5 брендов, которые мы использовали, мы тестировали. Мы вообще много делали, мы там и Blue Yeti делали, и Сишки, и делали там какие-то Ромсан, да, там или что там, Ромсаты. Ромасы, господи, их там и Джейкери делали, но это все не взлетает, это все не взлетает. Только проверенные пауэрстанции, только безопасные пауэрстанции, только которые самые лучшие в своем секторе и за не самые большие деньги, потому что сейчас продавцы просто охренели. По возможности берите в Европе, тащите себе их, закупайте, потому что, ну, поверьте, дешевле когда-нибудь упадет, но мы все понимаем, к чему идет. Ребят, ссылки все в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.